Здравствуйте, дорогие зрители! Меня зовут Саша, на этом канале делюсь вкусными и полезными рецептами. Сегодня покажу, как просто можно приготовить рогалики. Обычно готовлю их для повседневных чаепитий. Они сытные, полезные, достаточно вкусные для выпечки из цельнозерновой муки, и всего пара таких рогаликов утоляет мою потребность в сладком. Давайте начнем. Замачиваем изюм на несколько минут. Смешаем просеянную через сито цельнозерновую пшеничную и рисовую муку. Подсластитель, у меня 3 грамма фитпарада номер 7, соду, перемешаем до однородности. К сухим ингредиентам добавляем яйцо, мягкий творог. Теперь замешиваем тесто. Одной рукой придерживаю миску, другой замешиваю тесто. Оно получается достаточно мягким, совсем немного липким. Скатаем тесто в комок, расплющим до вот такого состояния, замотаем в пищевую пленку и отправим в холодильник минут на 20. Тем временем займемся начинкой. Она может быть любой, например, можно добавить джем, сухофрукты, ягоды или пюре из ягод. Сегодня приготовим творожную начинку с небольшим количеством изюма. А для этого смешаем обычный творог с мягким творогом, достаем изюм из воды, прибьем массу блендером, добавим изюм, подсластитель по вкусу, перемешаем массу до однородности. Для пропитки смешала мягкий творог с сиропом топинамбура. Достаем тесто из холодильника и займемся его раскаткой. Хорошенько присыпаем поверхность мукой, скалку тоже припылим и начинаем раскатывать тесто нужной толщины. В идеале около 2-3 мм, можно толще, но не забывайте, что при выпечке оно прилично поднимется и тесто может оказаться слишком толстым для такого количества начинки. Когда нужно, чтобы круг был идеальный, вырезаю его формой. В этот раз диаметром 26 см. Для этой же цели можете, например, взять крышку от кастрюли, сковороды или тарелку. Остатки убираю, из них раскатаем второй круг. Можно еще пару раз пройти скалкой. Если у вас жидкая начинка, удобнее будет сделать рогалики побольше. Для этого делим круг на 8 частей. В этот раз у меня не жидкая начинка, и я люблю небольшие рогалики, поэтому делю круг на 16 частей. По желанию можно промазать тесто пропиткой из мягкого творога и сиропа топинамбура. Для этого использую силиконовую кисточку. Удобнее наносить пропитку до нарезания теста на кусочки, но в этот раз вспомнила о ней только сейчас. Выкладываем начинку, скручиваем каждый рогалик. Чтобы рогалики в процессе выпекания вдруг не раскрутились, лучше прижать кончик поплотней и немного прижать изделие пальчиком. Для жидкой начинки загните оба края, либо залепите края, как у вареников, а затем приступайте к скручиванию. Со второй частью теста поступаем так же. По желанию можете смазать рогалик яйцом. Отправляем рогалики в разогретую до 180 градусов духовку на 10-20 минут. Время выпечки будет зависеть от духовки и размера рогаликов. У меня прошло 15 минут. Достаю рогалики из духовки. Они подрумянились, поднялись. Вышло около 550 грамм. Если понимаете, что, например, рогалики едите только вы, можно их заморозить и размораживать по несколько штук в день, либо сократить количество ингредиентов в рецепте. Желаю всем приятного аппетита, здоровья и красоты. До встречи в новых видео!